Вот какую я игру сделал за 2 дня. Привет! Я хочу рассказать тебе, как я разрабатывал игру за 2 дня для геймджема Mason Collision. Когда я увидел видео о геймджеме, я сразу подумал, что нужно принять участие, и это будет отправной точкой продолжить разработку игры, а то что-то я совсем обленился. Еще я тут думаю сделать стримы по разработке игры, где мы будем общаться, делать модельки и хреново программировать на C#. Напиши в комментариях, хочешь ли ты стрим. Ну что, теперь о геймджеме. Идем по порядку. 12 часов до начала. Опа, сегодня начнется геймджем. Надо бы зайти в Blender и Unity, вспомнить, что там как. Когда начнется геймджем и нам дадут тему, то нужно сразу думать об игре. 4 часа до начала. Спать уже хочется. Почему я живу так далеко от Москвы? Тему объявят только в 4 утра. Минута до начала. А, что? О, тема. Чё? В ограниченном пространстве? Ну ладно, пойду спать. 1 день, 14 часов до сдачи проекта. А, что? О, я проспал 8 часов. Ну придется ускориться. Быстренько умываюсь, завтракаю и вперед. 1 день, 13 часов до сдачи проекта. Опа! Как ко мне быстренько пришла идея для игры. Сделаю комнату, в которой будут шевелиться стены, колонны и еще что-нибудь. Итак, я придумал систему с кнопками, где с помощью подсказок игрок должен ввести правильный код, после чего окружение как-то должно поменяться на новые головоломки. Кроме кнопок с цифрами должно быть еще мишени 2 цветов, по которым игрок должен был стрелять в порядке, как они появлялись, возможно на время. Сначала один цвет, потом 2 цвета сразу. При этом с левой кнопкой мыши стрелял игрок одним цветом, а с правой кнопкой мыши другим, и это как-то бы ломало мозг. Потом мне немного помогал человек, который пишет сценарий к основной игре. Мы придумали, что в игре будет озвучка, типа нас заточил главный злодей в комнате, который смотрит на нас и как-то шутит над нами, если мы неправильно вводим код или долго это делаем. Но я это все не успел реализовать. 1 день, 11 часов до сдачи проекта. Ну что ж, идею более-менее проработал, пойду моделировать комнату. Моделирование я начал с основных стен, в которых оставил дырки для движимых кусков стены. Конечно, как всегда, я не мог просто оставить пустую стену и решил как-то разнообразить этот кусок прямоугольника. Я немного расширил некоторые части так, чтобы вокруг дырок по периметру было по одной пустой клетке. Далее я подумал, что смотреть на одну стену с 4 сторон будет фигово, и поэтому решил сделать еще одну стену, немного отличавшуюся для разнообразия. Также сразу сделал для оставшихся дырок маленькие стенки, которые будут поворачиваться, и на них будут кнопки и мишени. 1 день, 9 часов до сдачи. Со стенами покончено. Далее нужно сделать пол. Пол поначалу был простой прямоугольник, в котором я сделал дырки для будущих колонн, но позже я сделаю полу плитку, которая разнообразит обычный плоский пол своими формами. 1 день, 8 часов до сдачи. Пол готов, что дальше? А дальше колонны. Так как я заранее вырезал в полу дырки, то из них быстро и легко сделал колонны, так, чтобы они были высокими практически до потолка, но так, чтобы до потолка оставалось место для следующей головоломки с кнопками. 1 день, 7 часов до сдачи. Настало время для шкафа. Серванты или что это вообще? Короче, для штуки с кнопками. Тут особо нечего говорить. Сделана мини-колония шкафчик, в котором должно хватить места для 4 кнопок, и еще у каких-нибудь элементов менялся цвет с красного на зеленый, который будет говорить о выполнении задания. 1 день, 5 часов до сдачи. Фух, шкаф готов. О, кстати, я хочу сделать лучи от солнца в Unity с помощью HGRP. Значит, нужно сделать крышу с дыркой на потолке и какой-нибудь шевелящийся элемент для красоты. И тут я решил сделать наверху простой вентилятор, который бы крутился типа проветривая помещение, и также классно смотрелось с туманными лучами от солнца, как они движутся.
Еще потратил время на создание кнопок, цифр и центральную платформу, где появляется игрок. Задумка с платформой поначалу была такая, что игрок активирует кнопки и становится проверить, правильно ли он нажал или нет. Стеклянная стена должна была подниматься, и игрок подтверждает действие. И если неправильно, то возможно смерть или еще что-то. А если правильно, то стена опускается и появляются следующие головоломки. Но в итоге осталось только то, что нужно подтверждать нажатие кнопок в центре и все. 1 день, 4 часа до сдачи. Раскрашиваем модельки. Тут в принципе нечего говорить, берем текстурный атлас и вставляем в нужные места с нужным цветом части UV развертки модели или просто выделяем нужные полигоны и вставляем их. 1 день, 3 часа до сдачи проекта. Ну что, все модели готовы, что дальше? А дальше открываем Unity и создаем проект. Создаем стандартные папки, скрипты, анимация, текстуры, модели, префабы и так далее. Скидываем текстурный атлас и создаем материалы. Обычный, светящийся и металлический. Дальше экспортируем файл Blender с моделями в файл FBX. Скидываем в Unity и создаем префабы моделей. Стены, шкафы, колонны, кнопки и так далее. 1 день, 1 час до сдачи. Префабы готовы. Также на модели наложены нужные материалы и созданы еще светящиеся материалы, красный и зеленый, для кнопок, чтобы игрок понимал, что красную кнопку он еще не нажимал, а зеленую уже нажата. Как думаете, пришло ли время покушать? Ну хотя бы чаек попью. 24 часа до сдачи. Переносим скрипты, так как тематика Game Jam вписывалась в механики моей основной разрабатываемой игры. Вместо того, чтобы писать много новых скриптов, мне пришлось всего лишь изменить некоторые уже готовые под нужды новой игры. Это процесс особо не быстрый, но он намного быстрее, чем писать с нуля все механики. Также я перенес скрипт и файл Input System с основного проекта, чтобы уже персонаж мог ходить. 20 часов до сдачи. О, пора спать. 14 часов до сдачи. Пип-пип-пип-пип. Будильник. Ну что, встаем и в бой. После того, как я встал, я принялся за создание анимаций. Открытие и закрытие дверей шкафа, опускание колонны, поворот мини-стен с кнопками и так далее. 13 часов до сдачи. Анимации готовы. Теперь нужно встраивать скрипты в префаб моделей, вставлять анимации и настраивать головоломки, определить последовательность нажатия кнопок, анимации и так далее. 9 часов до сдачи. Качаем HGRP в Unity и делаем картинку красивой. Настраиваем постпроцессинг, туманность и всю остальную красоту. Также в процессе допиливаем скрипты и взаимодействие между ними. 6 часов до сдачи. Ты ничего не успеешь. Ха-ха-ха-ха-ха. Как только я понимаю, что я не успею найти и встроить звуки в игру, то включаем режим Запряги жену. Режим включен. на поиски музыки и звуковых эффектов для игры. А сам тем временем делаешь меню игры, чтобы можно было перезагрузить уровень и выйти из игры, не нажимая Alt F4. 4 часа до сдачи. Все плохо. Вылезли какие-то баги, которые не давали пройти уровень. Создаем билды игры и занимаемся исправлением багов и ошибок. 2 часа до сдачи. Времени уже нет. Смотрим, какие звуки нам выбрал звуковик, выбираем нужные, нарезаем длинные из них в Audacity на мелкие, так как, например, звук нажатия на кнопку не может длиться целую минуту. Встраиваем звуки в игру, в скрипты, в код. Ёб народ. 60 minutes до сдачи. Корректировка и паника. Паникуем, но продолжаем доделывать звуки, чтобы они попадали в тайминг, но в то же время забиваем на них хрен, так как времени уже мало. Дорабатываем меню, скрипты и другие мелочи. 20 минут до сдачи. Время? За что? Быстренько смотрим игру, спидраним как самый крутой спидранер, оптимизируем производство, быстро делаем скриншот на аватарку для игры и вставляем ее в Unity, ставим компилироваться игру, также в это время делаем скриншоты игры и в это же время открываем Photoshop, обрезаем скриншоты, чтобы на них не было интерфейса Unity. 5 минут. Аста.
Быстро заходим на сайт, нажимаем на кнопку «Отправить проект», быстро читаем что-то на английском и ничего не понимаем. Видим, что и куда нужно загружать, загружаем скриншот и аватар, архивируем папку с билдом и загружаем на сайт. 2 минуты до сдачи. Быстро пишем краткое описание, быстро копируем и вставляем его не в краткое описание. Ставим цену в 0 баксов, читаем, что страница игры создается как черновик, ничего не понимаем. Идем читать правила, понимаем, что нужно потом изменить страницу на публичную после того, как она создастся на черновик. Нажимаем «Отправить проект». 1 минута до конца. Ликуем, охреневаем, радуемся, плачем, восхищаемся и идем спать. На следующий день. На следующий день играем в свою игру, восхищаемся, понимаем, что маленькая игра, но какая классная. Следующие 6 дней идем смотреть, играть и оценивать игры Game Jam от других разработчиков. Еще периодически я обновлял игру, оптимизировал, добавлял новые функции в меню, оптимизировал и еще раз, и еще не раз оптимизировал, так как было много отзывов, что FPS мало, но я так понял, что HDRP очень прожорливый, если не отключать его функции и не убавлять разрешение текстур. Но даже после этого всего он все равно нормально нагружает систему. И я наоптимизировал так, что мой FPS вырос примерно в 3 раза. И это был мой первый Game Jam, было потно и здорово. Вы спросите, какое место ты занял? А я вам отвечу, 15-е. Да-да, в принципе я и не думал занять первые места, но и не думал, что займу такое низкое место. И если вкратце, то тема геймджема для меня была несложной в плане придумывания идеи игры и реализации, но времени все равно не хватило. В принципе, можно и в основную игру перенести эту комнату или какие-то идеи. После геймджема сейчас я подумываю заново начать делать основную игру, более проработать ее в плане механик и, может быть, попробовать ввести такие же механики с разными головоломками в одной комнате. Так как, посмотрев то, что я сделал за один день, за 2, я понял, что там можно что-то более прикольное придумать в плане головоломок. Может, не в плане разнообразия головоломок или их количества, но точно в плане их действия и появления. В общем, сейчас немного передохну и буду перерабатывать дизайн-документ, более подробно описывать механики игры, сюжет и так далее. Надеюсь, вам игра с Game Jam понравится. Скачать можете по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Пишите, что вы об этом думаете и как вам игра. Напишите также, за сколько минут вы ее прошли в первый раз. Может, про что-то рассказать, хотя я сам не особо ничего не знаю. Также насчет стрима пишите, нужен ли он вам. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, жмякать на колокольчик, рассказать об этом видео друзьям и поддержать разработку на Патреоне или Бусти. Пока!